Всех рад приветствовать на нашем канале Olympic Life. Сегодня мы обсудим Мазду, ту самую легендарную Мазду на роторном движке. В довольно малоизвестной и малопопулярной игре Street Racing Syndicate, вышедшей в далеком 2004 году. Кому-то игра понравилась, а кому-то не очень. Мне таки очень даже понравилось, но не суть. Ведь тематика сегодняшнего видео — это техническое сравнение 4 почти одинаковых автомобилей Mazda RX-7. Вообще, в игре часто встречается подобное. Например, есть несколько внешне одинаковых Mitsubishi Eclipse, также с Toyota, также с Subaru, Lexus и Nissan. Игра вся пропитана этой необычностью. Но каждый раз, заходя в автосалон, лишь одна машина словно так и просится, чтобы я купил ее. Если с тачкой у вас все взаимно, то надо брать. Итак, давайте же заглянем в ее сердце. Что же там? Ванкель роторе 1.3. На первый взгляд это что-то очень слабое, но все не так просто. Это другой тип двигателя, который отличается от поршневого. Роторный двигатель ванкеля выглядит так. У него отсутствуют поршни и распредвалы, а вместо коленчатого вала у него более компактный эксцентриковый вал. Вращение он получает от роторов, находящихся в овальных секциях. У 13BRF таких секций 2. Принцип работы у этого двигателя выглядит так, и он включает те же фазы, что и поршневой двигатель. Двигатель RX легкий и компактный, так как его конструкция сама по себе имеет меньше деталей, чем поршневых, а также отсутствует возвратно-поступательное движение. Конечно же, у двигателя были свои недостатки в плане ресурсности. Он изнашивался довольно быстро. Но в игре износа нет, так что тут можно получить все преимущества, а за остальное не беспокоиться. Кстати, для справки, в игре модельный ряд Mazda RX-7 представлен в третьем поколении, который носит кодовое название FD3S. Роторное сердце, которое ставили в RX этого поколения, носит название 13BRF. Также тот же движок был у предыдущего поколения Mazda RX-7 FC3S. А в первом поколении RX-7 SA22C или FB стоял роторный движок более старого образца 12A. Инженеры ему замерили 1,2 литра. Я бы мог еще сильнее углубиться в историю модельного ряда, но это будет надолго. Сегодня мы обсуждаем третье поколение, представленное в СРС, так что вернемся к нашим няшкам. Итак, в игре представлена одна серийная модель Mazda RX-7 R1 и целых 3 из заграничного издания. Это RX-7 Bathurst, RX-7 Spirit R Type B и RX-7 Spirit R Type A. Последние 3 машины, казалось бы, одинаковые, но не совсем. Чуть позже мы к этому вернемся. Итак, давайте быстро пробежимся по пунктам, как разблокировать все имеющиеся RX в игре. Mazda RX-7 R1 открывается после прохождения Team Nemesis. Mazda RX-7 Spirit R Type A будет открыта после прохождения VF Crew. Spirit R Type B станет доступна после побед в Street Revolution. И также Mazda RX-7 Type R Bathurst нам дадут в качестве бонусной прокачанной машины после прохождения гонок на выносливость в аркадном режиме. В этих гонках надо пройти 12 раундов, ни разу не проиграв. Итак, позади 11 раундов, и вы доезжаете последний 12 раунд первым. Вот такая вот рыжая рыкса попадает прямиком в ваш гараж, и серийная машина в автосалоне также теперь открыта. Итак, вернемся к отличиям тачек в игре. R1 имеет следующие характеристики. Разгон до 100 км в час за 4,9 секунд. Максимальная скорость 155 миль в час, и это почти 250 км в час в переводе. 255 лошадиных сил, 217 лбс ФТ. Это американская единица измерения, не очень привычная для нас. Буду просто называть единицами крутящего, чтобы не ломать свой язык.
Type R Bathurst. 4,5 секунд до сотни. 158 миль в час. Это почти 255 км в час. 280 лошадиных сил, что немного больше, чем у R1. И 217 единиц крутящего, что точно так же, как у R1. Type B имеет те же характеристики, но немного больше крутящего. И те же самые характеристики у Type A. Но теперь немного углубимся в подробности. Примечательно, что R1 это единственный RX-7 с левым рулем в игре, что можно увидеть в свободном заезде. Другие же 3 RX выпускались исключительно для японского рынка, поэтому руль у них расположен справа. Ну а у Mazda RX-7 R1 левый руль обусловлен тем, что данная модель поставлялась на рынок Северной Америки с 1993 по 1995 год. Вне зависимости от положения руля, у модельного ряда RX тех годов салон выглядел так. Ничего лишнего, все компактно и смотрит прямо на водителя. Также у R1 отсутствовали места сзади. Вес модели составлял около 1280 кг. В автосалоне игры на выбор представлено 5 цветов, соответствующих тому, какими они были в реальности. Винтажный красный, Competition Yellow Mica, в переводе соревновательная желтая слюда, легкий серебристый металлик, черный бриллиант и в переводе целомудренный белый. А вот про эту машину можно написать целую книгу, выпущенная в честь серии побед в Австралии, эксклюзивная Mazda RX-7 Type R Bathurst. С 1995 года вот такая вот Mazda RX-7 SP, построенная для гонок в классе серийных автомобилей GT в Австралии, одерживала победу в 12-часовых гонках 4 года подряд. В честь чего в 2001 году для японского рынка выпустили ограниченную партию 500 штук с регулируемыми амортизаторами и отделкой салона из карбонового волокна. Помимо этого, обычная ручка переключения передач и ручник были заменены на более стильные. Также невооруженным взглядом видны внешние отличия от R1 в игре. Можно разглядеть другие бампера, противотуманки и новый регулируемый спойлер. Серийные колесные диски, представленные в игре, похожи, но имеют небольшие отличия. У Bathurst диски имеют более элегантную вогнутую форму, в отличие от R1. Цвета у машины те же, что и у R1, за исключением того, что добавили фирменный синий цвет и не хватает желтого, хотя, судя по найденной мной информации в интернете, желтый должен быть. Ну и вес у Bathurst тот же, 1280 кг. И в дополнение есть небольшие места сзади. И последние две рыси в автосалоне игры — это Mazda RX-7 Spirit R Type B и Type A. Оба этих автомобиля вышли одним ограниченным тиражом в 2002 году. В продажу поступило 1504 модели. 1044 из них это Type A, 420 Type B и еще 40 моделей Type C, которых в игре нету, но и не нужно. Для справки, у Type-C 4-ступенчатый автомат и мощность 255 сил, как у дорестайлинговых RX по типу R1. Во всех Spirit R были объединены все дополнительные функции, которые Mazda использовала в предыдущих специальных моделях с ограниченным тиражом. По внешке Spirit R имеет общий внешний вид с Bathurst, за исключением противотуманок и дисков. На модели Spirit R использовались 17-дюймовые диски BBS. Type A — это легкий двухместный автомобиль, оснащенный облегченными красными сидухами Recaro,
Весит машина 1270 кг. Type B – это автомобиль, полностью повторяющий характеристики Type A, за исключением более комфортных передних сидений и дополнительных двух небольших мест сзади. Вес составил 1280 кг, что на 10 кг тяжелее версии A. Набор цветов у Type A и Type B общий. На выбор представлены 4 цвета: Blue Mika, винтажный красный и новый эксклюзивный Titanium Grey Metallic. Кстати, на фотографии он смотрится куда лучше. А еще новый белый цвет Pure White, в переводе чистый белый. В игре на все 3 эксклюзивных рыксы ставился вот такой обвес Whaleside с кодовым названием D1GT. На R1 в СРС ставится обвес от компании C-West, просто с кодовым названием кузова автомобиля FD3S. Теперь приступим к детальному анализу характеристик всех 4 рыкс в игре и к таблице сравнения. Но для начала мне стоит кое-что прояснить. На некоторых машинах после покупки с автосалона в гараже нам игра показывает совершенно другие характеристики. Поэтому для сравнения будем использовать Dynastand. Итак, Dynastand нам выдает следующие показатели по RX-7 R1. Мощность 240 лошадей и крутящий 219 единиц. Вес в игре не указывается, и мы не знаем, какой прописан на самом деле, но можно предположить, что там 1280 кг, как стандартно идет плюс-минус на всех рыксах. Теперь мы прикатили на стенд Mazda RX-7 Bathurst. Красные линии графика – это предыдущие замеры. Мы можем увидеть разницу в кривых мощности и крутящего момента этих машин. У R1 двигатель был раскручен до 7800 оборотов в минуту, когда у Bathurst почти до 9000 оборотов. Технические показатели Bathurst – это 284 сил, 234 единиц крутящего и 1280 кг. Также я выставил Type B и Type A на динопроверку. Показатели кривых не имеют отличий от RX-7 Bathurst от слова совсем. Мы только можем предположить разницу веса в игре. Эти моменты спорные и подогревают мой интерес проверить машины на практике. Если мы соберем более 30 лайков, то я сделаю видео с замерами в дрэге и на кольцевой трассе, как на стоковых версиях автомобилей, так и на прокачанных. И мы обязательно докопаемся до истины, имеются ли у машин отличия в игре. Поэтому всем бодрого духа и всем... Красные линии графика – это предыдущие замеры. Мы можем увидеть разницу в кривых мощности и крутящего момента этих машин. У R1 двигатель